Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня, друзья, я хочу пригласить вас в мир теплых тенденций холодного сезона. Пришла пора нам с вами определиться с выбором модных стильных трикотажных нарядов, уютной вязаной одежды. Делать мы это будем с учетом трендов осень-зима 2024-2025. Ведь дизайнеры старательно продумали до мелочей каждый фасон, чтобы для любой из нас нашлась обновка по душе. Джемпер, уютный свитер, кардиган или платье. Усаживайтесь поудобнее, давайте нальем себе чашечку ароматного кофе или горячего чая с лимончиком и вместе, никуда не торопясь, попробуем разобраться в самых топовых тенденциях вязаной моды. Огромнейшее спасибо всем за лайки и комментарии. Приятного просмотра! Модный вязаный свитер. Среди главных тенденций отмечу в первую очередь модель с максимально высоким воротом. Теплый, удобный, он отлично согревает шею и даже порой закрывает половину лица. В таком свитере наверняка не страшны никакие морозы. Да и от постороннего взгляда при желании всегда есть возможность укрыться, что с легкостью доказали дизайнеры брендов Dries Van Noten, Оскар де ла Рента, Michael Kors, Stella McCartney, Dior. Один из самых популярных вариантов с высоким воротом на металлической змейке. Иногда подобный свитер еще называют лыжный. Базовую версию предложил в линейке TOTS новый креативный директор компании Матео Тамбурини. Чем хороша модель? Своей универсальностью. Свитер отлично впишется в любой по характеру и стилю аутфит. К тому же молнию всегда можно расстегнуть, чтобы, к примеру, продемонстрировать эффектное украшение. Не обошлось на показах без модных экспериментов. Взять хотя бы пушистые свитеры-бокалы бренда Alexander McQueen. Если кому-то уж очень захотелось спрятаться от внешнего мира, то в этом случае точно получится. К данной серии относятся и гиперобъемные модели крупной вязки с огромным, словно надутым воротом. Надеть поверх такого свитера шубу, куртку или пальто – задача далеко не из легких. Да что там, она явно невыполнимая. То ли дело сдержанные минималистичные вязаные вещи марки Louis Vuitton. Еще и в консервативном темно-сером тоне. Чтобы сделать образ ярким, характерным, Николя Жескьер миксует их с прозрачными, украшенными кристаллами юбками. Этот стайлинг-трюк не новость в мире фэшн-искусства и широко применяется другими дизайнерами. В коллекции Луиза Спаньоли свитер сочетают с низом, расшитым пайетками, а у Michael Kors представлен идеальный дуэт с ажурным кружевом. Есть также такой важный момент, на который, друзья, стоит обратить внимание – рукава. Это либо округлые пышные формы, либо увеличенная длина, благодаря которой в морозные дни даже можно обойтись без перчаток. Следующий тренд я назову свитер не для тепла или неправильный свитер. В числе таковых оказалась вязаная одежда под маркой Fendi, где ловко используют асимметрию. Здесь и разрезы по швам только с одной стороны, и открытое плечо в комплекте с высокой перчаткой. Что важно, среди актуальных тенденций сезона теперь не конкретная вещь, а способ стилизации образа. То, как конкретно можно обыграть даже знакомый базовый вариант. Из самых простых надеваем одежду задом наперед, что сделали на показе Bottega Veneta. Или повяжем свитер на плечи, укутаем шею вместо теплого шарфа, а может обозначим им линию талии. Таким образом у нас получится поддержать в модном образе тренд на многослойность. Примеры смотрим у Michael Kors, Moschino, Escorpion, Уlla Джонсон, Элизабета Франки. Однако самый топовый тренд – это свитеры, будто надетые только наполовину. Такая одежда уж точно не для январских морозов, но дает широкие возможности для модного творчества. Поэтому внимательно смотрим, запоминаем и пробуем повторить. Дизайнеры очень старались проявить фантазию и показать, что даже в базовых фасонах ничего базового в помине нет и не будет. У Fendi изловчились надеть свитер поверх элегантного пальто. Что мне понравилось – цветовое сочетание глубокого синего и фиолетового тона. В коллекции Sportmax можно увидеть нечто похожее на чехол, прикрывающий лишь шею и плечи. На презентации линейки Эрмана Шервина внимание публики привлекло платье-бюстье, мило дополненное вязаным верхом. А Виктория Бекхэм сделала ставку на вещи-обманки, которые совершенно по-разному смотрятся фронтально и со спины. Основная идея задумана так, словно вы стоите у зеркала и прежде чем что-то надеть, поочередно прикладываете одежду к себе. Модный кардиган тоже не покидает число фаворитов на подиуме. Практичный, стильный, он всегда желанный гость в нашем гардеробе. В тренде как модели на пуговицах, так и варианты совсем без застежки, аккуратно подхваченные в талии поясом. На показе дома Шанель решено было обратиться к моде начала прошлого века, к тем далеким 20-м, когда все только начиналось.
В качестве стильного приема бренд рекомендует носить одновременно две вещи, сходные по крою, фактуре, оттенкам. Кардиган в черно-рыжую полоску из осенне-зимней коллекции Max Mara определенно готов заменить в нашем гардеробе пальто. Объемный, комфортный, он отлично сочетается с длинной вязаной юбкой, базовой водолазкой и двубортным жакетом. То же самое можно сказать о теплой удлиненной модели линейки Emporio Armani. А вот расшитый пайетками кардиган бренда Michael Kors с легкой подачей дизайнера готов стать частью роскошного вечернего аутфита. Луиза Спаньоли поспешила напомнить, что даже в зимние холода не стоит отказываться от создания романтических образов. У Ральф Лорен кардиган дополняет наряд в традиционной для бренда ковбойской тематике. Вязаное платье, модный трикотаж. Сегодня, да и всегда, мне сложно представить осенне-зимний гардероб без такой замечательной одежды. Это наша универсальная вещь для любой ситуации и один из самых приятных трендов. Комфорт, практичность, женская привлекательность – главные качества, которые мы особенно ценим. А платье обычно соответствует этим параметрам. Обратите внимание, как великолепно смотрится платье-кеп марки Ralph Lauren или деликатное плетение от Gabriela Hearst. Надеюсь, друзья, в список обновок вы уже успели добавить модное макси в минималистическом стиле. Бренд Carolina Herrera, к примеру, в этом плане рекомендует платье-водолазку как в спокойном сером тоне, так и в амбициозном красном. Креативный директор дома моды Balmain погрузился в воспоминания и украсил наряды клетчатым принтом. С его слов, данный узор очень схож с расцветкой шерстяного пледа, который Лидия Рустен часто брала на семейные пикники. Платье Max Mara наверняка очень теплое и к тому же выполнено в интересной технике вязания. Крупные косы расположились не как обычно вертикально колоннами, а будто закручиваются по спирали. В копилку трендов на холодный сезон не забудьте включить платье с пышными округлыми рукавами. Самое очаровательное найдем в коллекции Zimmermann. Напомню, свитеры и джемперы тоже активно затронула эта тенденция. Трикотажные комплекты или вязаный total look. Вот уж где точно, друзья, нам не нужно заморачиваться, как правильно сочетать верх и низ в одном модном образе. Здесь уже все продумано за нас. Да и с коммерческой позиции дома моды такой вариант очень даже приветствует. Ведь клиент станет обладателем явно не одной, а нескольких вещей сразу. А дополнить монохромный наряд всегда можно стильной обувью, сумкой. Модные аксессуары. В их числе традиционно оказались высокие носки и гольфы. Вязаные чулочно-носочные изделия нам рекомендуют миксовать и с элегантными остроносыми туфлями, и с резиновыми сапогами. Причем не только ради тепла и комфорта. Немалую популярность получили на подиуме длинные шарфы. Во время осенне-зимних показов дизайнеры брендов Эрмана Шервина, Элизабета Франки поспешили добавить их как в повседневные, так и вечерние образы. Чтобы поддержать топовый тренд, присмотреться стоит к шарфам максимально длинным и носить аксессуар так, чтобы чуть ли не касался земли, что по правде совсем неудобно и непрактично в дождь или слякоть. А если вдруг захочется чего-нибудь уж совсем нестандартного, обратите внимание на коллекцию дома Москина, где новый креативный директор предложил модницам своеобразный гибрид – шарф плюс вязаная перчатка. Что хотелось бы сказать по итогу, друзья? Давайте не забывать самое основное правило модного гардероба. Выбирайте одежду по личному стилю, характеру и, чтоб, конечно, к лицу и к вашим прекрасным глазам. Одевайтесь эффектно, но не вычурно, а обдуманно сочетая базу и нарядные либо спортивные вещи. У каждой из нас, я абсолютно уверена, уже имеется свой любимый вязаный свитер, джемпер, кардиган или трикотажное платье. Но пусть в этом сезоне они все же уступят место для модных обновок. И неважно, это привычная универсальная классика или какой-то особенный эксклюзивный вариант. Одежда ярких оттенков или в спокойном неброском цвете. Главное, создаем стильный образ только с хорошим настроением, которое обязательно пусть будет солнечным, день насыщенным и позитивным, а вечер таким же уютным, душевным, комфортным, как теплая вязаная одежда.